Привет всем, Арми! Наша любимая пара, Тэкук, всегда вместе, бок о бок, демонстрируя особую связь, которую мы можем почувствовать даже без слов. Иногда момент говорит сам за себя, он вызывает чувство тепла и нежности, которое трудно объяснить. Как, например, когда они шли бок о бок в аэропорту, коротко взглянув друг на друга, прежде чем повернуться лицом к толпе, просто, но так значимо. Несколько дней назад, когда их снова увидели вместе, многие снова заметили, насколько естественным было их взаимодействие, синхронные шаги, короткие взгляды, непринужденная непринужденность. Это то, что часто понимают как повседневную динамику Тэкука, тихое единение, общение без лишних звуков, но значимое через жесты и выражения. То, как взаимодействуют Тэхён и Чингук, часто рассматривается как пример заботливых отношений. Мягкие взгляды, небольшие, искренние улыбки, расслабленная поза – все это формы общения, которые не всегда требуют объяснений. Небольшие моменты, такие как легкий смех или прогулка бок о бок, часто оставляют неизгладимое впечатление, не из-за драмы, а из-за их искренности. За эти годы публика стала свидетелем их роста не только как личностей, но и как участников группы. Длительные тренировки, грандиозные сцены, путешествия по миру и различные отраслевые вызовы укрепили их чувство сплоченности. Каждый опыт, как позитивный, так и стрессовый, кажется, еще больше укрепляет взаимное уважение. Эти зрелые профессиональные отношения и дружба служат источником вдохновения для многих. Однако, обсуждая динамику фандома, нам также необходимо проявлять осторожность. В последнее время в социальных сетях циркулируют различные версии и интерпретации, некоторые из которых вызывают споры, а другие приводят к недопониманию. В подобных ситуациях лучше всего проверять информацию, полностью слушать первоисточник и избегать провокаций со стороны видеороликов или переводов, которые могут быть неточными. Если возникает инцидент с участием конкретной стороны, будь то репортер или фанат, следует обращаться к официальным заявлениям и проверяемым фактам. Спекуляции без доказательств только усугубят ситуацию. Каждый артист имеет право чувствовать себя в безопасности, под защитой и иметь личное пространство. Точно так же фан-сообщество несет ответственность за поддержание здоровой атмосферы. Разногласия внутри фандома – это естественно, но распространение ненависти, нападки на других или создание необоснованных историй не являются формой поддержки. Истинная поддержка проявляется в уважении, сочувствии и самообладании. Артисты – люди. Любые слухи или обвинения могут реально повлиять на их психическое здоровье и репутацию. С другой стороны, многие фанаты предпочитают сосредоточиться на позитиве, на их работе, достижениях и совместных моментах. Отношения Тэхёна и Чингука, как их видно на публике, демонстрируют близость товарищей по команде, которые росли вместе на протяжении многих лет. Эта близость проявляется в простых жестах, в том, как они слушают друг друга, в спокойствии, которое они чувствуют, находясь в одном пространстве. С первых дней их дебюта их взаимодействие эволюционировало от восхищения и любопытства к зрелым профессиональным отношениям. Опыт за опытом сформировал стабильную динамику. Разговоры, смех, упорный труд и совместное обучение создали прочный фундамент. Каждый этап их пути приносит новую зрелость, обогащая их отношения как коллег и друзей. В стрессовых ситуациях их взаимная поддержка становится все более очевидной, их постоянное присутствие, внимание к мелочам, их спокойные реакции в сложных ситуациях – все это отражает чувство взаимного доверия. Такие отношения не рождаются за одну ночь, они растут со временем, через жизненный опыт, через общую связь, которая постоянно проверяется и укрепляется. Со временем эта близость отражается в повседневных моментах. Спонтанный смех, непринужденные разговоры, расслабленные выражения лиц, передающие чувство безопасности. Каждое небольшое взаимодействие становится частью растущей общей истории. Год за годом публика наблюдает, как они взрослеют, но при этом сохраняют свою фирменную теплую динамику. В конечном счете, самое важное – сохранять здоровую перспективу, наслаждаться моментами, проведенными вместе, не навязывая свою точку зрения, уважать личные границы и поддерживать их уважительно. Их совместный путь – это отражение роста, упорного труда, доверия и солидарности. И как болельщики мы можем выбрать быть частью этой энергии, которая укрепляет, а не разделяет.
Оглядываясь на этот долгий путь, мы понимаем, что захватывающую роль в этой истории играют не слухи и не споры, а скорее небольшие, повторяющиеся моменты, естественное чувство единения, поддержка, существующая без излишнего пристального внимания, взаимное уважение, проявляющееся в простых деталях. В условиях внимания публики, напряженного графика и давления индустрии поддерживать стабильные отношения непросто. Именно в таких ситуациях раскрывается характер. Спокойствие, когда мы идем рядом, легкие улыбки без объяснений, то, как каждый из нас уступает место, когда это необходимо, все это отражение зрелости, которая растет со временем. Многие могут пытаться интерпретировать каждый жест, каждый взгляд, каждую секунду, проведенную вместе, но самое важное – ценить то, что мы видим на самом деле, не придумывая историй, которых на самом деле нет, наслаждаться моментом, не обременяя его ожиданиями, понимая, что в любых отношениях, будь то дружба или коллеги, есть границы, которые заслуживают уважения. Как поклонники, мы играем роль, выходящую за рамки простого наблюдения. Мы можем быть источником здоровой поддержки, распространять позитивную энергию, поддерживать комфортную атмосферу в фандоме, не на каждое мнение нужно отвечать, не на каждую провокацию нужно реагировать, иногда. Зрелость проявляется в способности сохранять спокойствие и сосредотачиваться на том, что действительно важно. Тэхён и Чингук, как и все участники BTS, прошли долгий путь, полный упорного труда, неустанных тренировок, жертв и преданности. Отношения, которые мы видим сегодня, результат многолетней совместной работы, совместных выступлений, общих мечтаний и общих обязанностей. Эта близость растет благодаря реальному опыту, а не из вымышленного повествования. Каждое путешествие, включая тот момент в аэропорту, это лишь малая часть большой, продолжающейся истории. Будут новые проекты, новые вызовы, новые шаги, но пока сохраняется фундамент уважения и поддержки, это единство будет ощущаться сильным. В смехе, в коротких разговорах, в понимании молчания. Мы понимаем, что любовь в самом широком смысле, как дружба, как коллеги, как люди, не всегда выражается громкими словами. Часто это проявляется в простом внимании, в готовности выслушать, в готовности поддержать человека в трудные времена. Это ценности, которые мы можем извлечь, избавившись от необходимости навешивать ярлыки. Зрелое фандомное сообщество не самое громкое, оно наиболее последовательно сохраняет уважение. Не поддается влиянию слухов, способно отличать факты от домыслов. Когда мы сосредотачиваемся на их работе, достижениях и росте как артистов, мы помогаем создать более здоровую атмосферу. В конце концов, истории, которые остаются в памяти, это не истории, полные драмы, а истории, построенные на искренности, сотрудничестве и стремлении идти вместе. Тэхён и Чингук демонстрируют, как два человека могут расти бок о бок в стрессовой индустрии, оставаясь скромными, профессионалами и сохраняя взаимное уважение. Пусть их будущее, какие бы проекты они ни выбрали, будет благословлено здоровьем, безопасностью и счастьем. Пусть каждый шаг будет наполнен искренней поддержкой, а не ненужным давлением. И пусть мы, ARMY, продолжим быть частью этого пути мудро, с любовью и ответственно. Потому что самое прекрасное – это не домыслы, а реальный путь, который они прошли за эти годы, путь упорного труда, дружбы, доверия и единства. И пока мы смотрим на это с чистым сердцем, мы всегда будем находить поводы для гордости, поддержки и сплоченности, сегодня, завтра и в будущем.